А в каком возрасте надо создавать семью? Возраст. Очень хорошо, если девушка уже лет там, в 10, 11, 12, 13, 14, 15 знает, кто будет ее муж. Уже знает об этом. Уже не мечется, не ищет. Все, она уже рано вешает. Сейчас таких традиций нет, конечно же, но в прошлом были когда-то. Они уже знали даже в 8 лет некоторые девочки, что кто будет муж, и не беспокоились. Да вы что, это такой скандал будет? Я сама выберу, найду. Они не имели отношений никаких, но они просто знали. Конечно. Отношения были, знаете, какие? Вот эта девочка маленькая, она готовила для него уже. Он это ел, они общались таким образом. И пища их связывала на всю жизнь. Это секрет. Я сейчас раскрываю секреты тонкие, как пища могущественна. Когда вы готовите для мужа, это совсем другое. Когда вы готовите для себя, для детей, или как бабушка для внуков готовит, это разные вещи. Или в столовой едите, это разные вещи. В столовой не ешьте, пожалуйста, это плохо для семьи. Рестораны, столовые для семейных людей нужно закрыть. Самый лучший ресторан должен быть у них дома. И гости. Так. Пища не должна продаваться так за деньги просто. Так кормят только животных. Я извиняюсь. Так в каком возрасте мужчина и женщина? 20, 25, 20-25 – это мужчина. Угу. Ну, как сказать, это стандарт золотой. Сейчас таких мужчин опять же мало. Видите, как сложно применять стандарты. Сейчас мужчина серьезный становится годам к 45, к 50 только. А до этого все мальчик. До этого непонятно что. Серьезно, непонятно что. Но если научить контролировать чувства, то в 20 лет он уже будет сильным, твердым, разумным мужчиной. Способен брать ответственность. Если обучить контролю чувств его. С 5-летнего возраста уже обучение начинается для мальчиков. И по мере того, как он контролирует чувства, он становится сильнее как мужчина. 25 лет он уже должен быть состоявшимся семьянином. Все утвержден. Это золотой стандарт. Сейчас мы видим масса, миллионы людей, неопределенные вообще в голове. У них нет решения их жизни, нет. Сомневающиеся, или какие-то со слабым разумом, или живущие по течению, вообще неосмысленно. Их миллионы сейчас стало таких людей. Вот что мы производим. Но эти женщины не хотят замуж в таком возрасте. Замуж, потому что семья, в их понимании, это препятствие для чувственных наслаждений. Да. Это означает, что институт семьи просто ослаб, там неинтересно. Интереснее быть на воле. Вот эти поверхностные отношения интереснее. А что женщине правильнее выбирать? Семью или карьеру? Ну так ведь важно состояться, самореализоваться. Нас так учили, чтобы быть интересной мужу, чтобы не наскучить детям, чтобы всегда было о чем поддержать беседу. Надо учиться, надо работать. В прошлом это называлось гетера. Гетера афинская, помните? Все испортили только что. Красивая, смелая, общительная, образованная. Она с любым политиком могла поддерживать беседу в любом светском обществе. А это была женщина, что всегда такие женщины были в обществе. Для определенных целей. Это как бы цель была больше вдохновляющее светское общество. Там нет семьи, каких-то традиций. Нет, это тоже роль. Определенно для светского общества такие женщины нужны, так скажем. У них нет высокой репутации, может быть, какой-то такой, как семейный, там, мать, нет этого ничего. Но они вдохновляют любого человека вот своим видом, своим умом, своей смелостью, своей красотой. Они вот в светском мире они имеют ключевую роль, важную роль очень, в политике тоже. Вот если кто-то хочет выбрать такую роль, это его выбор просто. Возможно, это тоже можно делать с Богом, я не знаю. Возможно. Но вообще женщина, если она делает карьеру в жизни, она должна это делать с позиции матери, не с позиции гетеры. Лучше с позиции матери. Она может быть матерью для других людей, влиятельной имеется в виду, заботливой, мудрой. Мать имеет все эти качества, достояния великие. И при этом она сохраняет статус матери, не гетеры. Это чистая вдохновляющая сила.
Понимаете, это другого, это более высокого уровня. Но сейчас, если вы такой вот образ матери создадите, покажете, общество все дрогнет. Эти ценности современные дрогнут, дадут трещину сразу же, потому что это очень могущественный образ. Это очень большая сила. Просто люди сейчас этого не видят. Поэтому привлекаются непонятно чем. На безрыбье рак рыба, говорится. Как они женятся сейчас на таких девушках, которые не собираются быть ни матерью, ни женой, ни высший смысл жизни не поддерживают? Как они женятся на этом? Гетеры. Да, они выбирают гетеры. Это сейчас модно быть гетерой. Когда Ефремов написал Гетеру Афинскую, это стал бестселлер. Это очень модно, очень заразительно. Почему не написать что-то стоящее? Это еще более заразительно. Почему не такие вот примеры не найти в истории и в современном мире, не показать настоящие вещи, где дрогнет потом эта культура, вот эта вот искусственная культура, дрогнет, даст трещину. Вот задача в чем. Но это значит, что мы должны сами это прежде всего увидеть, научиться видеть. Если это поддержать, это станет привлекательным. Если не поддержать, это будет непривлекательно внешне. То есть мать это нищенка сейчас. Понимаете? Некрасивая, сморщенная, с седыми волосами, с плачущими глазами, выплаканными. Это образ матери. Вот до чего довели его. Конечно, никто не привлечется, никто не захочет быть матерью. А образ Бога, скажите, кто он такой? Лысый старик там где-то, с нимбом над головой, с большим пузом в ночной рубашке, вечно злящийся на то, что тут непонятно, что происходит, никто его не слушает, потопы насылающий. Конечно, никто не привлекается Богом. Вот во что превратили культуру. Мы хотим сказать, что это всепривлекающий аспект. Мать, Отец, Бог. Это всепривлекающий, там есть все. Все есть для здоровой, счастливой жизни. Бесконечная энергия есть. Гетера не принесет счастья. Thank you.